Всем привет! Сегодня вы увидите видео, к которому я готовился 2 недели. Продумывал, как это можно сделать, и закупал для этого всякие нужные штуки. Также это самое дорогое видео на канале и, поверьте, уж самое запарное. В общем, это пицца размером 2 на 2 метра. Заранее поставьте лайк и подпишитесь, если еще не подписаны, так как после просмотра вы будете в шоковом состоянии и забудете это сделать. Поехали! Для пиццы такого размера нам нужно, соответственно, конкретно закупиться. Мы купили 2 огромных палки вареной колбасы, в каждой такой 4,5 килограмма. Также одну палку обычной копченой колбасы, головку сыра весом в 7 килограмм, 2 литра томатной пасты, целых 5 килограмм муки и много сухих дрожжей. И чуть не забыл помидор, я купил 3 килограмма. И последнее, что нам нужно, это очень много фольги, дальше узнаете зачем. За такое количество продуктов мы отдали относительно немного денег. Но ты говорил, это самое дорогое видео, ты что, нас обманул? Нет, дальше все узнаете. Наконец-то начинаем готовить. Из чего мы начнем? Правильно, с соуса. Открываем наши ведра томатной пасты. Перекладываем в кастрюлю и ставим на огонь немного ее прогреть, при этом постоянно помешивая. Доливаем воды ровно столько же, сколько и пасты, то есть, если пасты 2 литра, то воды тоже 2 литра. Перемешиваем и доводим до однородности. Теперь самое главное, то что задает суперский вкус соусу, да и вообще всей пиццы. Если вы подумали о специях, то это верно. А именно соль я буду использовать вот такую крутую морскую соль. Она сразу с чесноком и травами, поэтому с ней просто вкуснее, чем с обычной. Также перец тоже желательно свежемолотый. Открываем сушеный базилик, и можно его добавить прям побольше. Остается орегано, но здесь не переборщите, хотя на такую порцию, как у нас, это будет сложно. В общем, замешиваем все это. А для сладости можно подсыпать сахара. Доводим до кипения, постоянно перемешивая, и все, томатный соус для пиццы готов. Понятно, что я сделал его в большом объеме, вы же делаете порцию поменьше, используйте те же самые специи и готовьте стандартную пиццу, тоже получится очень вкусно. Следующий этап — это колбаса, пока месть вареная. Обрезаем на ней веревки и освобождаем от пленки. Ну и собственно нарезаем шайбами, как для обычного бутерброда. В конце эти шайбы делим на 4 части и перекладываем в миску. Казалось бы, такое простое действие, но на 2 палки колбасы у нас ушло 30 минут. И это при том, что нарезали мы ее вдвоем. Получилось 2 полных огромных миски, здесь 9 килограмм. Теперь очищаем и нарезаем солями. Ничего необычного, просто нарезаем. Огромную пачку сыра сначала открываем, достаем из него непонятные пластиковые цифры и нарезаем на 8 кусков. По отдельности натирать их будет гораздо проще, чем целую головку. Теперь помидорки. Конечно, у нас большие помидоры, но зимой они, как правило, безвкусные. Поэтому лучше берите черри, но на мою пиццу черри нужно было бы очень много, я бы разорился на них просто. Нарезаем. Все, начинку мы приготовили, а теперь одно из самых запарных – тесто. Для теста я специально купил вот такой 40-литровый таз. Первым делом высыпаем в него 10 упаковок сухих дрожжей. Это примерно 110 грамм. В дрожжи вливаем почти 3 литра воды, а если быть более точным, то 2 литра 800 миллилитров. 3 полных столовых ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Ну и замешиваем это все. Затем в наш тазик с водой высыпаем 5 килограмм муки. И замешиваем сначала ложкой, а потом уже руками. На самом деле, за кадром это тесто мы месили минут 40 и постепенно добавили 3 килограмма муки. В общем, вот так должно выглядеть готовое тесто. Поливаем его оливковым маслом. Переворачиваем тесто, чтобы оно все было в масле, и также смазываем стенки тазика. Это нужно для того, что когда тесто будет подниматься, оно как бы ползло по стенкам тазика. В общем, оставляем его в теплом месте. Теперь у вас возникает вопрос, а в чем это ты решил печь такую большую пиццу, собственно? А я вам отвечу, на вот такой мега сковородке. Она сделана из 2 листов металла и профилей. Ее пришлось делать на заказ специально для этого видео. Если что, здесь ровно 2 на 2 метра. Само собой она грязная, поэтому за кадром мы отмывали ее всякими сверххимическими средствами. И в конце просто моющим. В общем, можете быть уверенными, эта штука более стерильная, чем операционный стол. Хорошо, сковородка у тебя есть, а где ты найдешь такой источник огня, чтобы все это нагреть? Специально для этого я заказал 12 вот таких горелок. Раскрываем их. Но для того, чтобы они еще работали, нам нужен газ. А вернее газовые баллоны, их я тоже заказал. В общем, вставляем баллон в горелку и проворачиваем. Все, теперь можно использовать. И горят они капец как жестко и неконтролируемо. Само собой, не повторяйте этого дома. В противном случае один из баллонов взрывается, и дома, собственно говоря, нет. Мы на такой случай подстраховались и купили огнетушитель. Так что у нас все безопасно. Работать все это будет очень просто. Врубаем газ и засовываем горелку под сковородку. В нашем случае 12 горелок. Ладно, рассыпаем на середину сковородки муку и вываливаем из тазика тесто. Растягиваем его сначала руками, а потом раскатываем скалкой.
Вот это, пожалуй, самый сложный этап – раскатать тесто на такой большой площади. И это заняло у нас, внимание, 1,5 часа, так как тесто нужно было раскатать еще и тонко для того, чтобы оно успело прожариться. Теперь обрезаем углы, чтобы основа для нашей пиццы была круглой. Дальше идет соус, мы размазывали его лопатками и шпателями. Спокойно, шпатели были чистыми. Дальше наша вареная колбаса, равномерно рассыпаем ее по поверхности. Теперь помидоры. И хорошо все это засыпаем сыром. Осталось только солями, раскладываем. На середину пиццы ставим возвышенность, через которую перетягиваем фольгу. Только так, чтобы вся пицца была ею покрыта. В общем, делаем такой купол из фольги. Таким образом создается эффект духовки. Теплый воздух не уходит вверх, а остается под куполом из фольги, тем самым оплавляя сыр. Самое время поджигать горелки и устанавливать их под сковородку. Через каждые 5 минут мы переставляли горелки, чтобы пицца приготовилась равномерно. Также нужно учитывать, что лист металла тоже держит тепло. Поэтому даже после выключения горелок пицца продолжит готовиться. Снимаем фольгу, и по сути пицца уже готова. Можно отрезать от нее кусочек. Вернее, не так. Можно отрезать от нее огромный кусманища. Нет, ну вы зацените, насколько она большая в сравнении со мной. Сама по себе пицца получилась вкусной, и на ней даже тянется сыр. В конце пиццу мы не взвешивали, но зная вес всех ингредиентов, могу сказать, что пицца получилась около 30 килограмм. А теперь к вопросу, почему же это видео самое дорогое на канале? Объясняем. Мега сковородка на заказ 5000 гривен, газовые горелки 3000 гривен, газовые баллоны 800 гривен и сама пицца почти 3. Получается 11 800 гривен или 27 тысяч рублей с лишним. Я надеюсь, вы понимаете, что не нужно готовить такую пиццу у себя дома, да и вообще нигде. Можно взять за основу этот рецепт и уменьшить пиццу до стандартного размера. Давайте так, на этом видео набираем 50 тысяч лайков, и я приготовлю еще что-то огромное на сковородке. Кстати, пишите в комментариях, что именно. Вот такое видео у нас получилось, всем пока. Блин, я это забыл про инсту сказать. Ну в общем, кто услышал, тот подпишется. Вот теперь пока.